Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу поделиться с вами чудесными рецептами итальянской кухни. Итальянская кухня простая, сытная и очень вкусная. Эти блюда можно быстро приготовить к обеду или к ужину. И первый рецепт – это мега популярная паста карбонара с нежным кремовым соусом без сливок. Готовится она буквально за 10 минут и всего из 4 ингредиентов. Сразу надо поставить кипятиться воду для спагетти. Режу тонкими полосками бекон. Чеснок разрезаю пополам. Ставлю сковородку на плиту и сразу выкладываю на нее бекон и чеснок. Постепенно прогреваясь, из бекона лучше вытапливается жир. Он нужен для соуса. Вода закипела, добавляю соль. Готовим спагетти так, как указано на упаковке, до состояния аль денте, то есть паста должна быть слегка твердая внутри. Перекручиваю спагетти и опускаю в воду. Обязательный ингредиент в пасте карбонара – это свежемолотый черный перец. Добавляю его в сковородку. В миску разбиваю яйца, разбалтываю их. Добавляю пармезан. Бекон обжарился, убираю чеснок. Огонь выключаю и отправляю в сковородку только что приготовленные спагетти. Добавляю немного воды, в которой они варились. И очень хорошо все перемешиваю. До получения такой эмульсии, которая получается именно при смешивании воды и жира. Когда кипение в сковороде полностью прекратилось, вливаю яйца с сыром и быстро все перемешиваю. Получился очень красивый кремовый соус. Соус доготавливается от тепла только что сваренных спагетти и обжаренного бекона. По желанию можно добавить немного зелени, у меня петрушка. И все готово. Подаем пасту карбонара к столу. Сверху посыпаем черным перцем и сыром пармезан. Следующий рецепт также очень популярен. Это лазанья. Готовлю ее очень простым и быстрым способом. Лазанья получается сытная и вкусная. Готовлю соус болоньезе. Мелко режу чеснок. Небольшими кубиками режу лук и морковь. Ставлю разогреваться сковородку. Наливаю небольшое количество растительного масла. У меня оливковое. До легкого золотистого цвета обжариваю чеснок и лук. Затем добавляю морковь и также обжариваю примерно 3-4 минуты. Добавляю кусочек сливочного масла. Добавляю фарш. У меня говядина. Добавляю соль, черный перец, орегано, сушеный базилик, сушеный чеснок. Перемешиваю. Когда мясо поменяло цвет, добавляю томаты в собственном соку. В банку вливаю немного воды, перемешиваю и выливаю все в сковородку. Делаю огонь тише и готовлю соус после закипания примерно 10 минут. Добавляю свежий тимьян, можно использовать и сушеный. И также обязательно добавьте немного сахара для баланса вкуса. Все специи и соль используйте по своему вкусу. Соус готов. Добавляю свежий базилик. Снимаю сковородку с плиты. Готовлю соус бешамель. Поставила сотейник на плиту. Выкладываю сливочное масло. Когда масло растопилось, добавляю муку, перемешиваю. И муку надо слегка обжарить, примерно 1-2 минуты. И теперь постепенно вливаю молоко и перемешиваю, чтобы не было комочков. Удобно перемешивать венчиком. Добавляю черный перец, соль, сушеный чеснок и натираю немного мускатного ореха. Массу довожу до кипения при постоянном помешивании и провариваю еще примерно 1 минуту. Соус бешамель готов. Снимаю его с плиты. Собираю лазанью в керамической прямоугольной форме. Листы лазаньи я предварительно не отвариваю, они прекрасно приготовятся в соусе. Дно формы промазываю соусом бешамель. Сверху выкладываю листы лазаньи. Затем соус болоньезе
и еще бешамель. Разравниваю и присыпаю сыром. У меня твердый сыр моцарелла. Выкладываю следующий слой из листов лазаньи и повторяю все точно так же. Соус болоньезе, соус бешамель, сыр и листы теста. И таким образом у меня получается 4 слоя из листов теста, 3 слоя болоньезе и 5 слоев из соуса бешамель, так как его я распределяю на дно формы и смазываю самый верхний слой листов теста. Присыпаю все сверху твердым сыром моцарелла и добавляю еще немного сыра пармезан. Отправляю все в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 30-35 минут. Лазанья готова. Она такая ароматная. Дайте ей постоять примерно 10 минут и можно подавать ее к столу. И еще один очень простой рецепт итальянской пасты пенне со сливочным соусом, с курицей и грибами. Готовится все в одной сковороде. Это так быстро, вкусно и сытно. Включила разогреваться большую сковородку. У меня вок. Наливаю растительное масло. У меня оливковое, можно использовать любое. Средними кусочками режу чеснок и слегка его обжариваю. Мелко режу лук и также отправляю его обжариваться до золотистого цвета. Режу грибы небольшими кусочками. У меня королевские вешенки. Можно использовать любые грибы. Добавляю грибы в сковородку и также обжариваю. Режу средними кусочками куриное филе. Добавляю в сковородку, обжариваю, пока мясо поменяет свой цвет. Добавляю соль и черный перец. Вливаю воду и сливки, перемешиваю. Довожу до кипения. Натираю немного мускатного ореха на мелкой терке. Попробуйте соус на вкус. В кипящий соус я добавляю макароны. Перемешиваю, закрываю крышкой и на маленьком огне варю до готовности, примерно 15 минут. По желанию в это блюдо можно добавить шпинат и помидоры. Порежу их. Макароны периодически перемешиваю. Они уже фактически готовы. Добавляю помидоры и шпинат. Вместо шпината можно использовать любую зелень. Перемешиваю, добавляю немного натертого твердого сыра моцарелла и готовлю под крышкой еще примерно 5 минут. Все готово. Добавляю немного сыра пармезан и подаю пасту с соусом к столу. Всем приятного аппетита! Если это видео вам понравилось, ставьте лайки. Пишите в комментариях, какое блюдо итальянской кухни вы любите больше всего. Делитесь этим видео с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.